Доброе утро, Стоп Гейм, в эфире Импакт. Критики и пресса приняли релиз ремейка Silent Hill 2 с восторгом. По крайней мере, так пишет пресса. Но так ли это на самом деле? На самом честном портале в интернете энциклопедической вообще направленности давеча красовались совершенно другие данные об игре. Порталы Eurogamer, PC Games N, VGC и VG247 поставили ремейку нули. Metacritic показывает 27 или 10 баллов из 100 в зависимости от платформы. Остальные издания тоже недалеко. Полный провал. И эта информация выдается поисковиками, которые стараются собрать самую емкую выдержку по запросу пользователя. Но очень скоро модерация Википедии заметила неладное, сверилась с настоящими оценками изданий, не нашла соответствий и откатила страничку к изначальному виду. Поклеп, короче, вот вам и энциклопедия. Но вы же не хотите сказать, что Bloober Team, до этого не сделавшая ни одной игры с геймплеем, внезапно затащила и сделала все как надо? Вот доказательство. Воскрешать Silent Hill 2 Konami уже не впервой. В 2012 выходил сборник из 2 и 3 HD версии игр с подтянутыми текстурками, странным туманом, измененной озвучкой и многими другими спорными моментами, которые игроки тогда называли ленивыми. Взять, например, вот эту вывеску из стартовой локации. Да, они реально ткнули сюда надпись Comic Sans и махнули рукой и сказали «и так сойдет» и пустили в продакшн. А вот скриншот из ремейка, и что мы видим? Тот же самый паленый Comic Sans. Да не оригиналу, блин. Но на деле все не так просто. Настоящая вывеска раньше выглядит вот так. Как видите, весьма опрятно, но и тот скриншот не фотошоп и в игре присутствует. Внутри сарая самого ранчо в куче выброшенного мусора, которую и увидеть не так-то просто без ноуклипа. Чтобы ее найти, придется сперва протиснуться через текстуры. Узнав истинное происхождение таблички, народ на Reddit возрадовался и давай восхвалять Bloober Team, авторов ремейка, за находчивость. А вот автор оригинальной игры, руководитель проекта Масаши Цубаяма, запустил целый тред в экс-твиттере о том, что из ремейка он считает true, а что новомодной ерундой, которая только мешает проекту. Цитата. Различия между оригиналом и ремейком, 4К, фотореализм, бонусные головные уборы и так далее, все они посредственны. Кого привлечет такая реклама? Кажется, поколению незнакомому Silent Hill не совсем удачно объясняют привлекательность этого произведения. Конец цитаты. Акценты на какой-то мишуре вместо истинного духа проекта. Ну, если создатель оригинала недоволен, то кто мы такие, чтобы... Вообще-то он скорее нейтрален. На момент написания этого ранта Цубаяма еще даже не запускал ремейк, так что и оценки его весьма поверхностны. Да и в трейде больше одного сообщения. Вот здесь, к примеру, он радуется тому, что новое поколение сможет прикоснуться к созданной им 23 года назад истории. А в этих сообщениях он признается, что камера в ремейке по всем фронтам и удобнее, и круче. Здесь тебе и реализм сразу, и играется приятнее, а камерой из оригинала он теперь и сам говорит, что недоволен. Двойственная история, да? Вот и на сайте у нас тоже так же. Одна оценка и та ровненько посередине. Сегодня ремейк официально выходит на прилавки Steam и PS5 спустя пару дней раннего доступа для предзаказчиков Deluxe-версии. Вы уж покажите этим гуглам самую честную народную статистику, доткните свою оценочку после прохождения. А если еще и отзыв напишите, команда, работающая над сайтом, лично поцелует каждого из вас в пупок. Хотя они об этом пока еще даже не догадываются. Обещанного 3 года ждут. А 6 лет спустя ремейк Мора наконец-то получит долгожданную вторую треть себя. Да, бакалавр is real. Доктор Данковский окажется в том же самом городе из предыдущих итераций, но будет способен спасти местных жителей при помощи медицинской науки. Надо будет сверять симптомы больных, назначать им индивидуальное лечение, в крайних случаях придется навязывать районам карантин, вакцинировать население, вводить комендантский час и прочие меры предосторожности ради большего блага. И это описание геймплея. Помимо этого в игре появится возможность мотать время в обе стороны, чтобы увидеть, к чему приведут решения протагониста, или же наоборот вернуться назад и предотвратить что-то теперь уже как будто неизбежное. При этом позиционируется игра именно как Pathologic 3, а не DLC для второй. Выйдет на современных платформах PS5, Xbox Series и ПК, а на старых не выйдет. Страничка в Steam уже есть, но предзаказать пока нельзя, зато оттуда же стало известно о полной русской локализации и о том, что все поддержавшие разработку еще тогда-то тому назад на Кикстартере смогут обрести Pathologic 3 бесплатно. Релиз в следующем году. Сиквел Alien Isolation официально подтвержден и уже находится в разработке. Объявил это лично креативный директор проекта в своем праздничном обращении по случаю десятилетия оригинальной игры. Да, 10, старичок. На текущий момент игра пребывает на ранних этапах своего становления, так что о конкретике пока распыляться рано, и по сути есть только факт ее существования и 9 абзацев благодарности за теплый прием первой части.
И еще более опосредованный анонсик. Студия 343 Industries, автор всех последних игр из серии Halo, признает свое призвание и отныне носит ясное имя Halo Studios. И где-то посреди этого объявления проскочила фраза о разработке нескольких игр по франшизе на Unreal Engine 5. Напомним, предыдущая игра Infinite делалась на собственном движке Sleep Space. Однако конкретики по самим играм высказано не было и нарочно. По словам главы студии Пьера Хинца, разработчики нынче дюже болтливые стали. Цитата. «Мы должны делать больше, а говорить меньше». Конец цитаты. Иными словами, студиям стоит рассказывать о тех вещах, которые уже сделаны, и отходить от постоянных тизеров того, что лишь может быть, уверен руководитель. Любопытные известия доносятся из стен Ubisoft. Точнее, со страницы издания Bloomberg, которое сообщает, мол, китайский гигант Tencent и семейство владельцев Ubisoft Guillemot вовсю обсуждают возможность покупки /продажи студии в пользу Tencent. Представители Ubisoft прокомментировали это лаконично, мол, мы заметили, о чем вы там шепчетесь, и, цитата, «Мы всегда оцениваем все стратегические варианты в интересах акционеров и оповестим рынок, если и когда это будет уместно». Конец цитаты. Немаловероятно, что связаны все эти вбросы с недавним проседанием стоимости акций компании. Рекордно низко за последние 11 лет. Но не торопитесь злорадствовать. Забавно, но сама эта новость о переговорах с Tencent подняла цены на акции почти на 40% по сравнению с прошлой неделей. Анонсированная год назад команда с Origins от студии Claymore обзавелась бесплатным пробничком. В качестве демонстрации игрокам дозволено провести одну операцию с двумя командосами, Джеком О'Хара и Джеймсом Блэквудом. Это зеленый берет и морпех, если что. Не уточняется, снабжена ли демка кооперативным режимом, но полная версия обещается таковой похвастаться. В том числе сплитскрином на одном устройстве. А еще обещают 6 героев, вариативное прохождение каждой из более чем десятка миссий, русскую локализацию текста, релиз на ПК, Xbox Series, где уже есть демка, и на PS5, где ее нет, доступ через Game Pass в первый день и, наконец, релиз когда-то до конца текущего года. На сим выпуск инфакта и завершается. Еще больше новостей из мира игровых развлечений ждет вас на нашем сайтике stopgame.ru. Не забудьте потыкать оценочки всем играм, которые проходили за последнее время, и доброго вам денечка.